Доброе утро, зрители Stop Game! Вылезайте из салатов, собирайтесь на работу, а я вам пока новости игровой индустрии расскажу. В первом в 2025 году инфакте. Ух ты, это что, новая графика? О чем я? Пока наш видео... как это назвать, отдел готовит видеоитоги 2024 года от Stop Game, Кирилл Волошин организовал текстовые итоги голосования. В его статье наблюдается поразительное единение зрителей и редакции. Лучший одиночный экшен от первого лица Индиана Джонс, от третьего Warhammer 40 000 Space Marine 2, ролевая игра, почему-то не метафора от Dragon's Dogma 2, лучший ремейк Silent Hill 2, а главное, самая игра года тоже Space Marine 2, но это у читателей. В коллективе SG победила Silent Hill 2 ремейк. Все 20 или 30 номинаций можете посмотреть по ссылке в описании или дождитесь жирных видеоитогов. Их, надеюсь, сделаем когда-то в этом году. Джейсон Шрайер выкатил большую статью на Bloomberg с предсказаниями на 2025 год. Что там будет с водолеями и близнецами, неизвестно, но вот насчет игровой индустрии всякое наговорил. Сказал, что упадок индустрии в виде увольнений и закрытий студий заметно приостановится. Журналист не думает, что в 2025 году студии чудесным образом вернутся к предпандемийным показателям, но на какое-то улучшение ситуации он все же рассчитывает. Хотя сфера консолей практически не растет, ПК продолжает цвести и пахнуть. Также свою лепту внесет Nintendo с новой консолью. Дальше обидел эксклюзивы. По мнению Шрайера, Xbox в 2025 году полностью перейдет к мультиплатформенной схеме, а PlayStation станет к этой теме еще чуточку ближе. На фоне того, что, повторюсь, консольный рынок практически не растет, эксклюзивность больше не имеет смысла. Производство игр стоит слишком дорого, а игнорировать аудиторию ПК глупо. Это слишком большой пласт потенциальных покупателей. Исключением останется разве что Nintendo. Но и она долго не протянет на топливе эксклюзивности, считает журналист. Про Ubisoft. Джейсон Шрайер уверен, будущее издательства зависит от Assassin's Creed Shadows, которая стартует в феврале. Если запуск окажется успешным, студия выиграет немного времени для семьи Геймо, чтобы она нашла решение для накопившихся проблем. Но если же тени провалятся, Юбикам придется быстро менять свою структуру. Компанию может выкупить само семейство Геймо, или же ее прикарманит игрок покрупнее. Шрайер припомнил, что Savvy Games Group из Саудовской Аравии как раз планировала совершить крупную покупку в 2025 году. Нейросетевые технологии наступают на индустрию, поэтому и про них пара слов была сказана. Слова выражают следующее. В 2025-м эксперименты игровых компаний с ИИ приведут к кошмарным последствиям. От плагиата до судебных исков. Шрайер говорит: возможно, компания, которая сейчас занимается игрой на основе ИИ, осознает, что тратит ресурсы на чепуху и отменит проект к концу года. Конец цитаты. Ну и Half-Life 3 с GTA 6 вниманием не обделил. Творение Valve, скорее всего, подаст признаки жизни, а вторая, точнее, шестая GTA, переедет на 2026. Ну еще третья ожидаемая игра была упомянута. Про Silksong чуть не забыл. Журналист Bloomberg уверен, Team Cherry наконец выпустит свое творение в 2025 и продаст миллионы копий. Создатель Minecraft Маркус Персон, также известный под ником Ночь, выкатил длинный пост, в котором объявил о планах разработать духовную наследницу кубической песочницы Minecraft. Громкому анонсу предшествовал опрос, в котором девелопер предлагал проголосовать за один из двух вариантов. Этим маркетинговым исследованием Ночь хотел выяснить, на что ему бросить силы. В качестве одной из опций предложен тайтл, в котором смешались традиционный рогалик и данжен-кроулер с видом от первого лица. О нем стало известно еще в 2024 году, и разработка уже ведется. Другой вариант наверняка заставил сердечки фанатов ёкнуть. Он гласит, цитата: «Давай делай Minecraft 2, бумер». На эту кнопку кликнуло большинство пользователей. Опрос мог показаться обычной шуткой, но затем Персон опубликовал твит, в котором подтвердил свои намерения. Девелоперу не так и важно, какую именно игру сделать первой, но при этом он подчеркнул, что эти игры вообще могут не увидеть свет. Тем не менее, он готов полноценно заняться как рогаликом, так и духовной наследницей кубической песочницы. Отдельно Ночь подчеркнул, что своим анонсом он не хочет бросить тень на Mojang, которая продолжает заниматься развитием Minecraft. Правда, думаю, что один твит ей бы наверняка никак не помешал.
Авторы глобальной конверсионной модификации Skyblivion продолжают свой путь к релизу в наступившем 2025 году. В честь уходящих праздников модеры опубликовали свежий видеоролик и поделились статистикой разработки за прошедший год. Главное из видоса. Готово 93% открытого мира Сиродила, почти завершена работа по созданию интерьеров, 3D-художники создали практически все необходимые ассеты, а не готовых квестов осталось всего 6 штучек. Короче, вот-вот уже почти вот тут чуть-чуть еще и все будет. Все, кроме материалов из DLC. На запуске Skyblivion предложит контент только из основной игры. Работа по интеграции дополнений Рыцарей 9 и Дрожащие острова начнется позже. На днях сотрудники чешской студии Warhorse открыли предзаказы Kingdom Come Deliverance 2 и объявили, что в благодарность за раннюю покупку игроки могут рассчитывать на одно бонусное задание. Практика не очень красивая, но никуда от нее уже не денешься. Квест под названием The Lion's Crest будет доступен со дня релиза. В качестве награды в нем выступают элементы снаряжения легендарного рыцаря Брунсвика, чья статуя красуется на Карловом мосту в Праге. Параллельно разработчики сообщают, что уже в первые дни января журналистам начали рассылать ревью-копии игры. Следовательно, у рецензентов есть целый месяц, чтобы опробовать как можно больше контента Kingdom Come Deliverance 2 и сформировать детальные обзоры. Обзоры брони за квест, разумеется, тоже. Ну и небольшой такой маленький кринж под конец выпуска. Авторы Secret Level хотели устроить, оказывается, кроссовер по Halo и Doom. В самой идее ноль кринжа, идея-то отличная, только ее завернули. И это при том, что Миллер и Уилсон дружат с творческим руководителем id Software и ребятами из Microsoft. Однако даже после пылкого письма от Уилсона правообладатель не поддержал затею. Возможно, в будущем этот или еще какой кроссовер все-таки увидит свет, ведь упомянутый Тим Миллер выразил желание выпускать что-нибудь по Secret Level каждый год, будь то небольшой набор из пары-тройки специальных эпизодов или же более короткие сезоны. При этом Уилсон подчеркнул, что если команда намерена придерживаться ежегодных релизов, придется собирать новый коллектив. Только так получится не срывать сроки. А вот и все новости на сегодня. Пишите, как у вас начался 2025. Все ли успели доесть, насколько лень на работу было вставать, ну и так далее. Мне вот ужасно лень было. Если найдется минутка в плотном графике, на сайт к нам тоже забегайте. Там Вася Гальперов выпустил свеженький «Страшно вырубай». И аж с Нового года лежит недоеденный разбор полетов с гостем, который никак не доделает обзор Сибири. Пишите, как вам новый внешний вид инфакта, не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!